Доброе утро всем. У нас 9:30. Время перевели у нас на зимнее. Ну, по-прежнему тому времени сейчас где-то 8:30. На час мы перевели часы. Называется по-русски, не знаю, перевод часов. Вот. Сегодня, как и всегда, раз в неделю, раз в 10 дней я начинаю полив, обрезку, осмотр растения. Который заболел, начинаем обрызгивать, которые сухие поливать, обрезать листья. В общем, наблюдение за растениями. Тут очень много растений. Вот полки у меня еще полные. Вот. Конечно, смесь большая растений. Но это только, можно так сказать, третья часть моих растений. А может быть, я не знаю, я не сильна в математике, но это очень маленькая часть от моей коллекции. Вот. Я постараюсь сделать быстро все, но предварительно расскажу еще. Вот это растение у меня сейчас пойдет на карантин, потому что у него завелся паутинный клещ, как я понимаю. Но я его так не заметила, ну вот растение начало себе плохо вести. А это прям засох, сухарик. Это у меня антуриум, красавец. Вот он выпустил листья. Новый вот лист у него еще до конца не развернулся. И вот этот вот красавец просто. Тут же встретятся сейчас сансеверии, потому что они по размеру не везде у меня вмещаются. Также вот этот у меня Блэк. Мушка залетела. Это тоже а как же ее зовут? Я забыла. Черный вельвет. А что алаказия черный вельвет? Аспарагус что-то начал у меня желтеть. Вот мы с вами пересаживали аглонему. Хочу посмотреть, как она себя ведет. Ну, неплохо. Ей нравится. Она листья не теряет. Очень такие листья тугие. Также мы польем. Вот еще у меня алаказия. Красавица. Выпускает новый лист. И вот этот разворачивается у нее. Пока он разворачивается. Вот. Тоже сухой. Вот алаказия с Жаклин. Красавица. Я ее так люблю. Вот. Лист увеличивается в очень большом размере. Но она у меня не такая гладкая, как все. Но она, ну вот как вот сверху показать. Вот. Тут это было при перевозке повреждения. Вот листья разворачиваются у нее. И он застрял лист. Я не знаю, что с ним буду делать, но, скорее всего, приму роды. Также вот этот у меня галатейка. Тоже выпустила новые листы. Меня радует. Я ее купила, она была заражена. Ну вот после некоторых процедур все ушло. И у нее появляется... Покажи вот здесь. Вот новый лист, такой прям совсем, без зеленого. Это новые листы она выпускает. Ну, посмотрим дальше, что она покажет. Ну, у нее был, по-моему, трипс. Листья я уже давно пообрезала. Вот, а после вот этой обработки он уже начал выпускать новые листья. Красивый, розовый такой вот, прям розовый, красивый листик. Дальше у меня пойдут, вот на поливе уже стоят. Это сингониум мохито. Он сухой-сухой. Уже прям чуть ли не сухарик. Дальше алаказия. Вот это медная алаказия и филодендрон. Я сегодня вас принимаю на своей кухне. Так что присаживайтесь, наливайте кофе, чай и будем работать на кухне. Потому что на улице совсем темно. Идет дождь. Также вот у меня на поливе. Сейчас я его полила, потому что он прям засох, легкий был. И филодендрон, и бегония. Бегония люцерн называется. Вот она, лист засушила один. Полила его. Сейчас он, жду пока сольется. И так я буду работать со всеми растениями. У меня сегодня в руках один инструмент, это ножницы.
И будем вместе поливать растения. Если у вас какие-то есть замечания, пожалуйста. Может быть, я что-то не так делаю, но вот аспарагус у меня уже осыпается. Видно, пересушенный. Конечно, аж каменистый стал. Вот, буду тут поливать и ставить на место. Вот я полила, и вот так они у меня идут. Вот эти вот сенсеверия у меня размножаются. Некоторые уже деток пустили. Тоже их надо полить. Я их не поливала дней 10, это точно. Пока ставим на место. Вот так я ставлю. Эти у меня идут поближе к окну. Символьно. Вот это не отсюда. Ну, не важно. Вот так вот. Все мое утро проходит. Надо включать шагомер. Сколько натаптываю. Сингониум мохито. Что-то он у меня начал желтеть, но я проверила. Вроде у него никого нет. Он одинок. Надо его подвязывать на столбик, потому что у него, покажи, очень много уже воздушных корней. Я вчера начала уже делать самха. Такие стоечки сама делаю. Выписала в Китае и сама делаю. Палочки такие. Дальше у меня медный пошел полив. Этот я полила, но он вроде бы, да, он тоже пойдет на обработку. Вот два растения, я их сейчас подальше унесу, они пойдут на обработку. Дальше у меня чахлик невмирущий. Приболел. Антуриум приболел. Надо его, попозже я его пересажу и в тепличку, потому что он чем-то болен. Вот такое несчастье у меня. Вот этот антуриум сейчас я полью. Я просто с крана, кран у нас на фильтре, поэтому ничего не боюсь. Когда с удобрениями поливаю, да, это у меня, короче, другие инструменты. Этот я поставлю уже на место. Я просто похвасталась, что он у меня есть. Этот полью сейчас тоже быстренько. Вот. Дальше. Вот такой красавец антуриум. Блестит на солнышке, на свету. Солнышка нету. Вот у нас такая типичная погода в Швейцарии. Земля чуть просыпалась, извиняюсь, но это надо стереть. Вот сюда пошел. Они у меня никуда не вмещаются. Ну, красавцы, посмотрите. Самое лучшее, конечно, для начинающих цветоводов это сенсеверия. У меня их сколько сортов, я не знаю. Ну, не считала, будем так говорить. Говорят, цыплят по осени считают. Может, зимой какой-то не выживет. Это тоже ж может быть, потому что зимой солнца мало, и они страдают от этого. Так, пусть стекает. Этот черный вельвет тоже засох. Пусть стекает. Этот пошел на место. Порядка у меня нету по вот этим вот цветам. Вот сейчас я его струшу немножко. Он желтеет, потому что
Ему и свет нужен, и... Ну, он вроде... Я его поливала. Я его отдельно поливала. Я когда увидела вот эти желтые. Вот так вот. Вот тут можно обрезать. Он сам отломался. Все, вот этот мусор я... Потом пойдет в отходы. Вот так. Алаказии полью. Сейчас Жаклинку свою. Вот эту полью. И вот эту тоже полью. Пока там вода сливается, я буду поливать свои другие цветы. Вот такой красавец у меня вырос. Это Типикремнум. Это Enjoy. Они у меня стоят на специальной плате, поэтому без всяких поддончиков. Это у меня уже стоит Аглонема. Это Happy Life. Это тоже Happy Life. Вот. Он у меня пойдет на обработку от грибка. Похоже, как у него такие пятна. Я лучше Это Marble Queen. Это тоже Marble Queen. Это прямо. Дальше у меня вот такая старый декабрист. Начинает зацветать. Мне его подарили. Вот это он загорелый, он стоял на балконе. Я его сейчас занесла, и он весь цветами порос. Его надо тоже полить. Крылья ангела называется. Но она такая мелкая. Я ее пересадила недавно. Укореняла, но что-то пока тут корней не видно, но она противная, я вам скажу. Не знаю, почему она такая противная. Вот у меня обрезанный филодендрон Pink Принцесса. Сейчас укореняется. Он у меня заболел, начал сушить листья. Я его пересаживала. Но сейчас он находится в стадии сна, потому что обрезала все, что можно. Дальше это у меня эпифилиум. Он тоже, я его пересадила. Он уже вот маленький у него появляется. Покажи. Вот. Зелененький, светло-зеленый. Ну, укоренила. Потому что я большой пересаживала. Боялась, что он не примется. Также у меня вот есть эпифилиум укорененный уже. Я его специальный тазичек. Все в хорошем состоянии. Укореняется очень легко, но его надо полить. Потому что он присох. Вот также декабрист. Это у меня вот полочка, которая едет. Мне удобнее так. Я ее вглубь комнаты увожу. Вот у меня алаказия макрохица. Клубенек посадила, и он начал благополучно расти. Потом я этот поддон мою. Это я сделаю за кадром, потому что никому не интересно. Дальше. Сегодня на полив пойдет вот такой. Мы с вами пересаживали растение из Индии. Называется. Ну, плоды вкусные, я вам скажу. Только костей много, косточек. Вот такое вот название я не знаю, но это похоже на сенсеверию варигатную. Вот такой вот. Он очень долго сидит. Я его привезла, наверное, год назад с Канар. На Канарах мы отдыхали. Вот мы с вами пересаживали клубневое растение. Вот оно в хорошем состоянии. Ничего не отсыхает, ничего. Вот она сидит в кактусовой земле. Трава, как мой муж назвал ее. Вот. Это вот эти сухенькие чуть-чуть. Вот, дальше. Дальше у меня мое несчастье. Филодендрон виолин называется. Ну, его поливать надо, но он плохо раскрывается. Один лист раскрылся, другой упал. Так что и тут же такой же дубль. Вот, смотрите, как у них листья. Раз. Тоже достаточно капризно, но вот он выбивает. Сейчас мы его польем. И потом я эту полочку с нее стряхиваю. Она чистая, но
все равно. Тряхнула землю и пошла ставить на место растения, которые положено тут им стоять. Пошел сансеверия на место. Ну, аспарагус, конечно, я вам скажу, цвет, ему нужен свет. Дальше идет вот такая лялечка. Тоже ему нужен свет. Мало пола, конечно, для моих запросов. У нас стоит внизу фильтр. В этом в подвале, да? И этот фильтр, он фильтрует воду через какую-то соль. Вода, в принципе, у нас питьевая, фильтрованная, и хлорки нету. Вот. Наша комьюнити всегда эту воду каждый год проверяет. Ну, в Швейцарии вода горная, хорошая. Вот. Так что не ужасайтесь, хлорки нету. А если что-то и есть, то она фильтруется достаточно хорошо. Мы на этот фильтр складывали всем домом. У нас трехэтажный дом. И все жильцы, тут 8 семей живет, складывались на этот фильтр. То есть, чтобы не было мела вот этого, или кальк его называют, потому что вода закалькованная. Вот такая лялечка. Вот, посмотрите, как у меня красиво. Вот так все растения стоят. И я его подвезу к окну, и он у меня возле окна стоит. Конечно, маловато у меня места, но что поделать, что есть, что маємо, то маємо. Так, пусть отстаивается. Надо сполоснуть. Вот сюда может пересадить, то он маленький. Горшок маленький. О, уже пересадку надо делать. Понятно? Так-то, что придется ставить тут что-нибудь, чтобы корень не загубить. Вот. Мою, конечно, я все вазочки, все, но не здесь, не в кухне. Потому что у меня есть постирочная, где я занимаюсь своими растениями. Дальше пойдет филодендрон принцесса на полив. Так, не, наверное, я сейчас протру. Этот. Он не грязный, просто земля насыпала с него. Сейчас я его немножко. Не грязный. Больные растения стояли наверху, и, скорее всего, я еще сверху побрызгаю на все растения. Ой, столько хлопот. Тут не вытаскивается. А нет, вытащился. Тут сольется горшок. Дальше. Дальше. Это я со шпреем. Это на обработку, Это наверх поставили. Это уже можно ставить сюда. Поближе. Вот. Ну, а дальше пойдут такие растения, которые на поддон ставить. Я много не заливаю, по чуть-чуть. Потому что земля у них рыхлая. Я некоторые пересадки делала. Так, тут вот так. Надо его
отставить вот эту алаказию, мою красавицу. И другую я пока отставлю. Это она уже свежий лист дала. Вот этот вот свеженький лист. Ну, будем ждать, пока укрупнятся. А пока пойдут вот эти мои Happy Life. Enjoy. Бегония. Ну, это не ангел. Это какой-то, я не знаю. Слушай, где же у меня? Поставлю. Вот так их поставлю. Бегония политая. Я ее недавно поливала. Света им достаточно, в принципе, как я понимаю и я знаю. Света им предостаточно, потому что они находятся возле огромного окна, трехстворчатого большого. Вот так. Вот так мои будни проходят. Я вас, наверное, уже замотала, бегаю туда-сюда. Ну ничего, терпите. Я же терплю. Я-то терплю. Вот и вы терпите. Нет, этот сюда не пойдет. А кто сюда пойдет? Никто. А, это у меня тут... Не, декабрист у меня там внизу стоял. А, это ж вот эти растения, которые... Ладно. Потеряла место. Так, дальше продолжаем. Еще один декабрист. Тоже цветет. Но он такой бледно-розовый. Этот будет такой яркий розовый, а это бледно-розовый. Дальше мы вот этот сажали с вами. Тоже он пойдет на полив. И также сансеверия. Еще одна. Это, по-моему, что-то сансеверия с солнечным светом связано. Сун как-то там называется. Вот у нее листья такие. Ну вот это у нее был трипс. А потом я это все... Это, видно, еще в магазине он был трипс. И вот он дал 2 уже отростка. Вот они, один, второй. Это уже взрослое растение, которое дает отростки, уже взрослым растением считается. Этот у меня пойдет. Вот мое несчастье. Ой, я не знаю, что с ним делать. И выкинуть жалко. И уже пересаживала разов 10. И он мельчит. По-моему, мне продали какую-то траву под названием сингониум. Вот. Часы бьют. Скоро. Вот сколько отходов. Я не знаю. Я его и на свет ставила. И на балконе он у меня стоял. И где я его только не ставила. Вот это, как говорят, танец с бубнами. Это у меня. Бубновый. Вот это сингониум называется бубновый. То есть без бубнов не подходить. Я не знаю, что с ним делать. Вот такой вот он. Посмотрите. Это ужас. Ужас. Вот это вот подстригаю его. И все равно он мельчит. Сказать, что он находится в маленьком горшке, нет. Корень хороший. Вот корень у него хороший. Сколько раз проверяла. Болезни нету. Ни трипсов, ничего. Хоть бы там пожаловаться. Вот похоже, что у него гниют корни. Что-то с корнями. А сколько ж его можно пересаживать, я не знаю уже. Вот такие вот у меня растюшки. Сейчас еще похвалюсь. Вот такой у меня растет. Красавец. Я его называю как рыбная кость. А на самом деле это тоже кактус. Вот. Но он только начал у меня расти. И главное, уже с корнями. Растет и с корнями. Непонятные.
Ни разу не цвел, ничего, никаких у него показаний. Тоже я его привезла. Дальше у меня филодендрон. Это вот просто украшение поставила, надо его убрать. Было хорошее настроение. Вот галатейка красивая растет. С моей один листик. Тоже болела у меня. Тяжело больная была. Ну, пускай вот мелкие листья пошли уже вроде бы. У меня есть и крупная галатея. Она у меня находится на карантине. Вообще галатею не люблю. Дальше я вот изобретаю Америку. С листьев. Просто попробовала как лист. Ну, коренился. Ну, вот этот вот шатается. Бульбочки не появилось никакой. Дальше идет у меня фикус. Очень мелкие листья. Но это фикус Мелани. И он у меня плохо растет. Я хочу ему корешки, вот верхушечки подстричь, просто подстричь. И чтобы он пустил дополнительные эти стволы. Вот эпифилиум еще один укорененный. У меня весь балкон будет в этом эпифилиуме. Эпитифилум. Дальше у меня шкура, еще одна шкура дракона. Я сейчас вам покажу и буду поливать уже за кадром, потому что я нахожу это немножко нудным для всех. Вот так я разворачиваю, когда мне надо будет. Дальше у меня укореняются, уже укоренились. Это этот суккулент, короче. Забыла название. Дальше у меня идет вот такой вот. Это фарн. А как по-русски я забыла? Ты помнишь, как называется? Откуда? Я ж тебе говорила. Ага. Крокодил. Нет, это нест. И то не нест, а какой-то этот тоже. Сейчас на полив, он аж сухой, скрипит внутри. Вот еще один крокодил. Это я пробую, отросточек посадила. И. Вот мы с вами пересаживали растения. Филодендрон. Живой. Живее всех живых. Тоже сейчас пойдет на полив. Вот. Листья разворачиваются, но плохо. Надо чуть больше побрызгать. Ему влаги нужно. Дальше у меня идет фикус. Саншейн. Вот такой красавец. Сухой и легкий-легкий. Вот. Хозяйка называется. И вот эпипремнум. Никогда его не покупайте, ребята. Он настолько противный, я не думала. Вот. Все пока. Значит, мы с вами пока прощаемся. До следующего раза. Я буду делать еще обзоры. Я думаю, вам понравится. А я буду за кадром делать еще, работать. Тут у меня один умер. Вот. Это сейчас все пойдет на полив и снова на место. Вот такие у нас рабочие утра бывают. Рабочее утро. Спасибо всем за внимание. Хорошего дня вам.